Всем привет! Свое видео сегодня начинаю с приготовления салата. Наверняка вы уже догадались, что это за салат. Всеми любимый давний салат оливье. Я его готовлю с колбасой, с ветчиной, с любой вареной. Чаще всего это идет какая-то докторская колбаса. Я настолько давно не готовила этот салат, он просто как-то вот у меня забылся. И вот вспомнила, мне прям так захотелось, и я поставила отваривать овощи. И сейчас вот все порежу быстренько и сделаю салатик. Значит, у меня, как я уже сказала, колбаса. Овощи я сварила, поставила остужать на улицу, потому что на улице холодно. Маринованные огурчики также добавляю. Яйцо, я все режу кубиками. Также морковь отварная и картошка. Я в этот салат не добавляю горошек, потому что я его не ем. Зеленый горошек ни в каком виде. Я ни в свежем, ни в маринованном. У меня как-то с детства не заладилась дружба с бобовыми. Я не ем фасоль никогда. Я не ем борщ с фасолью. Ну, то есть вот как-то у меня организм это не воспринимает. И также горошек. Конечно, где-то, например, если подадут в ресторане, я, может быть, это как-то смогу съесть, но зачастую дома, там, вот раньше готовили кто-то из родных, я отдавала Диме горошек, выбирала его и не ела. Между прочим, без горошка получается очень вкусно, и Диме понравился, он совсем не против, он говорит, если тебе не нравится горошек, то, конечно, не добавляй. Я заправляю обязательно этот салат высококалорийным майонезом, это самое главное, вообще любой салат я добавляю высококалорийный майонез. Все хорошо перемешиваю, дам немножко постоять, и вкусненький оливьешка у нас готов. Будет прекрасный ужин и еще... Сейчас забрала новые книги для Анютки, для Юляшки. Заказывала в магазине MyShop. Для меня главной задачей является это приучить ребенка читать и любить читать. И мне кажется, как у родителей это у нас получается. Потому что с самого рождения, что Юляшки, что Анютки, мы читаем перед сном книги. Вот если не прочитаешь книгу, они не заснут. Конечно, у меня Анечка может и сама почитать, но она любит, когда все-таки ей читают. Также и Юляшка. И поэтому всегда я с постоянной периодичностью пополняю нашу детскую библиотеку новыми книгами. В магазине MyShop есть огромный раздел, где собрана литература для детей. Это и художественно, обучающая литература, справочники, книги для творчества на любой возраст и вкус. Давайте покажу, что заказала для Юляшки. Это развивающие пособия. Особенно мне нравится «Давай вырезать и клеить». Анютка с удовольствием занималась. Юляшка, между прочим, тоже это делает с удовольствием. Затем различные упражнения до 2-3 леток. Книжка Андрей Усачев «Жили-были ежики». Ну, что касается Усачева, у нас вообще огромное количество его книг. Ну, а для Анечки заказала обалденный, вот такой называется, не просто блокнот, это только для фей. Для 8-9 лет. Он такой классный. Я бы, конечно, сама с удовольствием в нем что-то делала. Затем у нас не было почему-то книги «Приключения капитана Врунгеля». Я думаю, как так получилось? Обязательно нужно заказать. Это просто величайшее произведение. Еще одна книга, это новинка для меня. Много положительных отзывов. Туве Янсен «Муми-тролли» называется. Есть много разных частей. Я вот заказала пока вот такую одну. Большая книга для маленьких. Подойдет и Анечке, и Юлечке. Ну и вот такая вот книга противоречивая, которая называется «Книга про это. Интимный ликбез для детей». Заказала я для Ани, конечно, в будущем подойдет она и для Юли. Все-таки это те темы, которые мы должны будем объяснить детям. Мне кажется, для Ани пока что это рановато, ей вот 7 лет, но вот чуть-чуть попозже уже можно. Все-таки это должны делать родители, должны это делать правильно. И вот такие вот нам книги, я думаю, в помощь. Как вы знаете, 2024 год – это год дракона, и MyShop запускает промо-страницу, посвященную драконам и всему, что с ними связано. Это очень интересно. На всю эту продукцию будет действовать скидка. Но раз уж мы заговорили про скидки, в магазине MyShop постоянно проходят всевозможные акции, и все удобно собрано вот в этом разделе «Акции». Оттуда можно сразу перейти в нужный раздел, увидеть окончание той или иной акции. И поделюсь очень приятным бонусом от меня. Скидка по моему промокоду Лена Волк составляет 35%. Действует она всего лишь 2 недели, поэтому успейте приобрести свои любимые произведения. Всю информацию, все ссылочки я оставлю в инфобоксе под видео.
Сделаю обзор классных покупок. В основном это с маркетплейсов, такие как Озон, Wildberries, ну, возможно, еще и другие магазины. Начну с покупки с Авито. Я была в Леруа Мерлен и присмотрела себе фикус Лерата. У меня есть фикус Бамбино, у него маленькие листочки, а этот вот такой вот огромный. Вот по сравнению с моей рукой, посмотрите, какой лист, какой он красивый. Ну, там он стоил 4500, там промежутки. На Авито тоже нелегко найти. Между прочим, если вы ищете какие-то растения, да и вообще все что угодно, не забывайте заходить на какие-то барахолки, которые есть в вашем городе. Итак, я нашла не промежуток, там в основном продают такие промежуточные, без макушки. Но здесь вот видите, такая макушечка есть, развивается. Здесь вот где-то она была. Ну, в общем, это не промежуточный черенок, это радует. По стоимости 1000 рублей. Хорошая корневая система, я считаю, для этого фикуса цена отличная, поэтому сразу его и приобрела. Дальше покупки с Wildberries. Ну, начну хвалить я вот такие вот перчатки, наверное, вы их у меня уже видели, это, по-моему, японские. Сначала я возмущалась ценнику, почему так дорого, а потом поняла. Здесь идет такое приятное бархатное какое-то покрытие. Во-первых, рука очень спокойно надевает, входит и выходит из этих перчаток без проблем, не потеет, в них работать комфортно, и они мега прочные. Я их уже использовала, эксплуатировала, и немало, и отлично. Единственное, мне хочется, чтобы было больше цветов, это красивый перламутровый белый цвет. Девчонки, что касается ссылок, не знаю, как оставлять, может быть, кому что понравится, буду писать артикулы. Поехали дальше. Я искала лейку, не только красивую, но и функциональную, обычную лейку для цветов. Нашла на Wildberries, там было несколько цветов, я взяла в таком вот сером или черном цвете, она указана. Во-первых, это длинный и удобный носик, то есть к любому горшку можно спокойно подлезть, и это не зальется вот так вот, как наклонишь, и там как плюхнется куча воды. Нет, очень удобная лейка, здесь есть даже мерное обозначение. У меня на 1,5 литра, по-моему, там были и литровые. То есть здорово разводить удобрения. Все мне нравится в этой леечке, отличная. Для нитки я заказываю влажные салфетки, заказываю их сразу коробкой, они приходят, не знаю сколько штук, но много. Вот эта вся пачка, еще Анечка уже взяла. Очаровательные такие милые рисунки, детские салфетки без запаха. И в школу, и на занятия. То есть вот вариант идеальный. Очень мне нравится, а детям это самое главное. Прям я довольна этой покупкой. Буду обязательно заказывать еще. Очаровательный чемоданчик. Презентабельно выглядит. Конечно, здорово дарить на подарки. Анютка тоже такой просит, но не знаю, будет ли она им рисовать. Отзывы хорошие. Я почитала, поэтому рискнула заказать, потому что мы идем на день рождения к девочке, которая любит рисовать. Поэтому я думаю, это будет, наверное, идеальный подарок. Вот так он открывается. Ну, сделан, правда, я бы тоже такой хотела, если честно. Сделан он отлично. Вот. Здесь есть краски, кисточки, карандаши, маркеры. Вот такие краски, потом восковые мелки. Смотрится отлично. И по отзывам якобы и карандаши мягко рисуют. Надеюсь, что это так. Ну вот Анютке я показала этот набор, она была в восторге. Говорит, мне бы очень понравился, и подарили вот такой наборчик. Ну и смотрите, какой чемоданчик. Очень хорошо был упакован. Прям в коробку в отдельную. Вот. Здорово. Дальше к подарку, что мы еще здесь, давайте покажу. Вот такую раскраску, я хотела что-то необычное, называется уютная раскраска, пушистые котики и другие питомцы. Там есть абсолютно разные. Это не простая такая банальная раскраска, а вот что-то вот такое. Ну, как я и хотела. Так как девочка любит рисовать, я думаю, такая будет более оригинальная и интересная. То есть раскраски какого-то нового формата пошли. Видите, здесь что-то есть и попроще, и посложнее в раскрасках. И самые разные животные. Сейчас я вам скажу, кто это издательство. Вы можете... Вот, АСТ. Кто любит разукрашивать, у кого, присмотрите, очень оригинальные раскраски. Ну, раз уж мы заговорили про печатную продукцию, я себе наконец-то заказала книгу для записи кулинарных рецептов. Выбирала из 2 книг на кольцах, и которые кольца вот так вот они открываются и добавляются листы. Вроде бы уже все, хотела заказать ту книгу, но поняла, что он достаточно объемный и постоянно будет вот так лежать. А мне хотелось, чтобы была вот так и обязательно на кольцах. Единственное, не знаю, насколько мне хватит листочков, здесь их немало.
Но если что, я думаю, можно будет как-то расцепить и добавить. Была в 2 или в 3 расцветках. Здесь написано, кому принадлежит. Вот так вот есть обозначение, выпечка и десерты. И разлиновка, способ приготовления, название блюда, ингредиенты, температура и время приготовления. Листы не тонкие. Некоторые, конечно, мне вот не совсем подходят, например, блюда из рыбы и морепродуктов. Я уберу этот листик, потому что для меня это просто будут как вторые блюда. Я отдельно как-то рыбу, наверное, выносить не буду, потому что, в принципе, ее и не готовлю. Здесь вот я уже начала записывать. Сзади есть таблица мер и весов написано. Вот так она выглядит. Очень достойная. Пожалела, что не заказала раньше. Конечно, мне эта книга нужна не из-за того, что какие-то шедевры записывать здесь, а что приготовить. То есть вот я открыла и думаю, какой салатик приготовить. У меня здесь в основном нет таких праздничных, каких-то сложных блюд. Эта книга именно создана для повседневных рецептов, когда уже не знаю, что приготовить, или когда внезапно нагрянули гости, я ее открою и приготовлю, например, салатики, потому что просто вылетает из головы даже элементарный оливье, и то забываешь, как говорится, что приготовить. Я здесь открыла и говоришь, точно, нужно приготовить оливьешечку. Поэтому с удовольствием сейчас буду заполнять моими вечерами. А это книга для Анютки. Ну, конечно, в будущем и для Юли. Знаменитые котобои. Все приключения знаменитых котов. Андрей Усачев. У кого нет книги «Умная собачка Соня», обязательно приобретите. От души рекомендую. Здесь 5 историй. У нас есть одна книжка, то есть одна история. И мы захотели вот такой полный сборник. Получается очень выгодно, когда покупаешь большую книгу. Здесь 6, получается, книжек маленьких собрано. Может быть, их поудобнее читать, эти маленькие книжки, но это получается очень выгодно по цене. Вот такая большущая книга всего лишь стоит 1200. Анютке нравится, мне нравятся замечательные истории, замечательные картинки. Нарисовал это дядя Коля Воронцов. Он специализируется как раз на рисунках котов, поэтому читать и смотреть очень-очень интересно. Еще его произведение есть «Дед Морозовка». Это новогодняя книга, поэтому вам тоже рекомендую. Ну, такая здоровская. Для кухни заказала контейнеры. Когда увидела, думаю, это же специально для меня. Я тот человек, который взяла контейнер, такая прикинула, думаю, ага, поместится. И, конечно, сюда кладу, и вот здесь вот эта вся часть у меня обязательно куда-то выпирает. Это контейнеры с эластичной крышкой. Видите, посудомоечной машине моем, какие-то капельки остаются. Прочные. И то, что мне нравится, как я сказала, что бы ни положи, у тебя все уместится. Единственное, эти контейнеры достаточно тяжело закрываются, тугая крышка, но они герметичные, ничего не прольется. 3 контейнера, побольше, средний и маленький. Маленький у меня же в холодильнике. Очень понравились. Есть еще там такие в круглом цвете. В принципе, если бы не тугая крышка, вот можно прям ставить однозначно 5. Но мне все равно не нравится из-за вот этих вот удобных крышек. И то, что можно мыть в посудомоечной машине. Еще не показала резиночки. Это я тоже беру на подарок. Всегда девчонкам беру всякие разные резиночки, заколочки. Мне кажется, это та вещь, которая нужна любой девочке. Они теряются, рвутся резинки. Очень красивый набор. Самые разные в красивом пыльном розовом цвете. Про эту вазу и подсвечник уже говорила. Повторюсь, покупала в Сенсей, потому что спрашиваете. Очень довольна то, что купила. Вот ни разу не пожалела. А сухоцветы — это мои гортензии и злаки. Ну, сейчас еще покажу, а потом к одежде. Это скребок для стеклокерамики, для моей новой плиты. Отличный, бюджетный, и еще есть в комплекте лезвие. Здорово очищает, прям такая находка. Если что-то вдруг там пришкварится, то можно спокойно оттереть. The Acted я показывала, скраб для тела, очень его полюбила. Он хорошо именно увлажняет и питает кожу. Натуральный роликовый дезодорант. Это заказ для Анечки. Мы как бы вводим уже некоторые предметы гигиены. В школе очень жарко, есть физкультура. И потихоньку вот начинаем приучать. Долго выбирала именно детский, чтобы был безопасный, он натуральный, не содержит спирта, хлорида алюминия, парабенов и одушек красителей. Вообще без запаха, ну, так неплохой. Поэтому для подростков обязательно присмотритесь. В одежде Юляшки набор трусиков, полностью хлопок. Классные трусики с рюшками, красивая такая расцветка. Такие вот они носибельные, нету ядовитых цветов, подойдут под любую одежду надеть. 5 штучек в наборе.
Замечательные. Нам в садик как бы только так. Это для Анютки топики. Также вот на физкультуру они переодеваются, мы носим вот такие топики. Хорошие, качественные, легкие, не жмут, не давят. Еще вот такие теплые штанишки. Они идут с начесом, леггинсы, с мехом даже, да, здесь не то, что начес, а вот такой вот мех. Взяла в размере 134-140. Они немножко маломерят. Такие плотные, хорошие леггинсы. Цена у них невысокая. Была 480, где-то 500 рублей. Я навожу порядок в домашней аптечке. Сейчас самый острый для нас период межсезонья. Аня школьница, Юля ходит в садик. А в детских коллективах сейчас волна ОРВИ. И сложно не заболеть, поэтому маме нужно быть во всеоружии. При боли в горле всей семье я даю Танзилгон. Лекарственный растительный препарат из Германии, который подходит именно для лечения, а не просто уменьшения боли. Танзилгон у меня в виде капель. Содержит комбинацию из 7 растительных экстрактов, которые полезны известными своими свойствами. У него удобный дозатор, капли подходят и взрослым, и детям с 1 года, что очень экономит место в моей аптечке и мои нервы. Просто отсчитываешь необходимое количество капелек по возрасту и даешь проглотить. Не нужно ни запивать, там, разводить, заваривать, заставлять полоскать, брызгать и контролировать, попал ли препарат на воспаленный участок в горле или нет. Особенно, когда дети болеют и капризничают. Это просто находка. Кроме того, Танзилгон благодаря растительным компонентам поддерживает иммунитет, что важно в сезон простуд и в детских коллективах. Уже вечером оформляла доставку Вкусвилл. Вечером много чего нет в наличии. Поняла я уже это, поэтому нужно оформлять либо утром, когда привоз товара, потому что заходишь, половины не было. Ну ладно. Значит, взяла баранки, пельмени. Вот такой вот очень меня любят детки. Они такие маленькие, очень вкусные. Я вообще брала с индейки. Но с индейки не было, вот взяла мясное ассорти. Тоже хорошие. Творог. У них вся продукция, вот что касается мяса, творога, хорошая. Но, по крайней мере, вот нам нравится. Гёдзе на этот раз взяла с креветками и со свининой. Вот так вот в охоточку, когда все надоело, отлично заходит. Сахарная пудра, фисташки с перцем обалденные. Безумно дорого получается, но очень вкусно. Фисташки соленые. Дальше авокадо. Что авокадо какой-то положили. Колбаски мини-филины сыровяленые с плесенью. На любителя, но мне нравится. Пита, не знаю, как уж правильно она произносится. Десерт творожный, трубочки вафельные, вот фисташковое мороженое. Такое, конечно, прям маленькое-маленькое. Лапша яичная домашняя. И бекон сырокопченый. Мне нравится там оригинальность продукции. То, что у нас нет в других магазинах, но не нравится доставка. Все вот так вот привозят просто в одном пакете. То есть неважно, заморозка, не заморозка. Если везли долго, то, конечно, все это слипнется, испортится, разморозится. То есть как-то вот... Ну, с доставкой, конечно, хромают. Но зато доставка бесплатная. По-моему, от любой суммы. Мы с девчонками были на детском дне рождения, нас пригласили, и я решила немножко оставить эти кадры. Очень мне нравятся детские дни рождения, так они всегда весело, атмосферно проходят, и ты смотришь на счастливых детей, и такие студии, такие праздники. Просто вспоминая наше детство, хочется отметить на то, как кардинально отличается детство наших детей от нашего. Мне кажется, ничего схожего нет, насколько сейчас... разнообразно, интересно и вообще все по-другому. Например, что касается Анечки, мне кажется, она за год посещает огромное количество дней рождения, в месяц 1-2 раза. И дни рождения проходят или в каких-то детских студиях, квестах. И я думаю, ну куда же еще, ну что же еще нового, ну что же еще интереснее. В этот раз был фокусник, какое-то представление. Я сама смотрела, не отрываясь, все очень интересно. И сами тоже, и взрослые повеселились, побегали. Когда у меня есть время, я не работаю, например, выходной день, то с детьми обязательно тоже хожу на праздник, ну или там с друзьями давно не виделись. Но у меня сейчас Анютка и одна ходит на праздники без меня. Давай самое заветное. Дорожка! Давайте скажем ему привет, привет! И давайте его поставим, это самый. Вы ваши
Идем. Показывай, какую Тянечка прическу сделала. Нет, подальше нужно отойти. Подальше, значит, вот так, Елечка. Давай, крутись. Повернись задом. Сзади покажи нам. Ой, какая красота! Косички настоящие. Аня тебе заплетала. Вот так красота. А ты Ане прическу делала? Какие вы? В парикмахеров играете? Юля плетет папе. И мне тоже интересно. Вот как? Как тебя снимают? Мама, меня покажи. Ну, залазь дальше, что ты? А? Ага. Дальше полезешь? Пошли, залазь. Ребятки, я мамке делала алмазную прическу. Тут ничего не видно. А, вот здесь, вот с этой стороны видно. Такая вот полезешь? алмазная, такая Давай, снежненькая. покажем. Я Нет, надо сделала... вот с этой стороны, наверное, Вот, снежненькую. я тут сделала ей голубые пряди и Видно? такую, да, видно, вот такую заколочку, арбуз. Еще у нее мамки на голове. Ты такая снежненькая у меня мамка. В вип-салоне как-никак. Ты аккуратно, просто не упади. Нет, Вить, спасибо. А у Юли, вы видели? У Юли-то зеленая прядь. Юль, повернись. Сзади покажем. Юлечка, надо полностью повернуться. А так охота на себя посмотреть. О. И сама ей делала. И с сеструхой делала. Короче, Отмечаем первый день каникул. да. Модные эти. Походом в салон красоты. Да, детский. Хочу ответить на самый популярный комментарий под последними роликами, да и вообще комментарий, когда я показываю наш камин, всегда много вопросов. Я делала как-то обзор на наш камин порядка, наверное, 2 лет, потому что ему скоро уже как 2 года, но я понимаю, что это долго надо искать, отлистывать, поэтому сегодня я еще раз расскажу про наш камин. 2 года назад я очень хотела камин, но не просто обычный такой маленький, а вот такой вот современный, уже в более современном исполнении, вытянутый электрический камин с порталом. Сомневалась, особенно когда посмотрела ролики. Я сейчас посматриваю такие видео на YouTube, где рассказывают про тренды, которые будут, например, в 2025 году, в 2024. Тогда я тоже смотрела, занималась ремонтом, и мне сказали, что камин — это прошлый век абсолютно, что его не нужно тратить такие деньги и покупать. Но мне вот настолько хотелось этот камин, что я, несмотря ни на какие видео, решила его поставить. Вы знаете, прошло 2 года, и я вот нисколько не пожалела. Кто-то говорит, что это непонятная картинка электрическая, и что в нем такого, а мне безумно нравится. Мы им активно пользуемся с сентября по апрель где-то. Летом, да, он включается реже, но зимой, особенно когда новогодние праздники, новогоднее настроение, он работает у нас целыми днями. И также вечерами. Для нас это служит красивым интерьером и подсветкой, и можно включить звук, и у него также есть обогрев, но мы просто в восторге. Камин наш называется, по-моему, Vision. Я могу ошибаться, потому что я сейчас посмотрела, там другие слепки. Здесь они прям настоящие, как дрова, слепки. Сейчас немножко какие-то другие или модель другая. Портал сделан из МДФ, крашеный. Мы сразу заказывали вот так вот комплектом. Размеры камина 1270 на 415, а портал 1750 на 670 и на 300. Заказывали через интернет-магазин, если я не ошибаюсь, Royal Flame. Если вы наберете в любом поисковике, вам выдадут вообще кучу интернет-магазинов. Там можно будет заказать любой камин, и доставка будет по всей России. И также можно купить на Озоне, в Леруа Мерлен и, может быть, еще в каких-то стационарных магазинах. Ну вот, в общем, мы довольны нашим камином. Безумно он нам нравится. И, как я сказала, мы нисколько не пожалели. У него есть несколько режимов пламени, то есть он меняет цвет, скорость. Можно включать обогрев, но мы им не пользуемся, у нас дома всегда тепло. Вот иногда включаем потрескивание дров, тоже создает очень приятную атмосферу.
Если бы меня сейчас спросили, что бы я изменила в интерьере и убрала бы камин, я бы сказала, что я его все равно оставила. Вот спустя 2 года все равно бы я сделала себе камин, несмотря ни на какие тренды. Нам нравится, особенно по вечерам, и можно устроить романтический ужин, включить так камин, какую-то приятную музыку, посидеть, поговорить на фоне. Он создает такое легкое освещение, полумрак. Ну, в общем, здорово. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. Ну и на этом влог подошел к концу. С вами была ваша Лена. Желаю крепкого здоровья и всем пока!